Всем привет! Это канал о вязании Азалия Нитина, я Вера. И сегодня у нас второе отчетное видео по совместному проекту «Символ года 2022/1». Да, и сегодня я покажу, что я успела связать вот за эти 2 недели, которые уже длится наш СП. Совместный проект организовала Ирина Полевода. Ссылки на каналы всех участниц есть в описании к этому видео, а также в первом закрепленном комментарии. Итак, давайте посмотрим, что я вам сейчас представлю. Вот, Вика помогает нам в съемке видео и показывает тигренка, которого я закончила на этой неделе. И к тому же я его разукрасила немного. Я ему сама связала косичку, повязочку типа такого. И мы браслетик ему такую. Ну, я планировала еще связать ему какие-нибудь одежку, платьице какое-нибудь или бантик. Ну, может, это девочка. Вообще, я второго буду вязать в пару. Будет мальчик и девочка. Да, это будет муж, а еще ты свяжешь жену. Да, у нас будет семейная пара. Ну и давайте посмотрим на тигренка поближе. Давайте посмотрим на тигренка поближе. Он связан довольно просто. Голова и вот стандартное тело, лапки. И небольшой вот такой вот хвостик. Все это, конечно же, полосатое. Самое сложное здесь это вот голова, мордочка. Голова тоже у нас полосатая, ушки. Здесь я вышила ротик. Глазки использовала специальные для игрушек. И пришила животик. И такой вот хорошенький тигренок получился. Такой маленький малыш. Тигренок может сидеть сам, опираясь на хвостик. Он получился довольно большой, я не измерила его в высоту. Ну, вот так вот видно, что вот хорошая такая игрушка довольно большого размера. Такие вот пришитые на лапки подушечки. Вот тут полоски по кругу связаны. Такой вот милый тигренок. На следующей неделе я уже буду вязать вот этот джемпер с жаккардовым. Вот сиреневый джемпер и черный вот будет тигр. Сегодня я уже начну и к следующей неделе покажу свое продвижение. Вязать, конечно, я начну спереда, где непосредственно уже сам тигр, чтобы было интереснее смотреть. Мне нужно определиться с толщиной спиц, чтобы жаккард получился не слишком плотный, не слишком свободный, чтобы все было аккуратно и красиво. Ну а вот тут еще у меня небольшой эксперимент, это начать вязать маленького тигренка вот из тонких вот этих ниток. Вчера вот я начала уже. Это будет вот оранжевых ниток не было, вот желтый цвет. И будет маленький такой на ладошке сидеть тигренок. Точно по такому же описанию. Знаете, вот малюсенькие вяжут игрушки с таких ниток амигуруми. И мне хочется попробовать тоже что-то такое связать. Ну, тигр, конечно, он будет побольше, не крошечный, а большой. А вот такие вот схемы есть, совсем маленькие игрушки. И мне хочется попробовать. У меня целая банка этих ниток разных цветов. И вот хочется использовать их, попробовать на мини-амигуруми игрушки. И сейчас мы с тигренком ответим на вопрос от Ирины, который она задала нам на этой неделе. Для начала давайте послушаем сам вопрос. Сам вопрос звучит следующим образом. Для чего вы вяжете, вышиваете, ваяете, рисуете и так далее изделия с символом года? Что при этом? Вы думаете, что это модно? Или так все делают, и поэтому так делаю я тоже? За компанию? Или вы хотите задобрить хозяина года, и чтобы ваш год прошел благополучно и удачно? Или просто
есть какой-то другой ответ на этот вопрос, и я с удовольствием его послушаю. Итак, мой ответ. Я не всегда вяжу изделия с символикой следующего года. Сейчас я это делаю, скорее всего, именно за компанию. Мне хочется участвовать в совместном проекте, показать свои работы, посмотреть работы других участниц. Все работы очень интересные, достойны внимания. Что-то взять для себя на заметку, это очень интересно. Ну и, конечно, если брать вот именно астрологический аспект, то, да, конечно, я считаю, что если будет год тигра, значит, тигр — это такой вроде как талисман следующего года, и неплохо было бы иметь его у себя дома. Не то чтобы я хотела, конечно, его как-то задобрить, но просто вот такая вот традиция. Всегда продают кучу сувениров к Новому году, и хочется не отставать и тоже иметь что-то сделанное своими руками с символикой года. Мы живем сейчас в Америке, здесь совершенно ничего этого не соблюдают. Сувениров никаких абсолютно не продают с символикой года. И вообще я не знаю даже, знают ли американцы, какой будет следующий год. Единственный магазин, где я видела действительно сувениры с символикой года, это японский магазин Daiso. Там продают все товары по $1,5. Да, $1,5 это такой японский фикс-прайс, который есть в Америке. Ну, это вот эти вот доллары. Еще у них есть $3 магазин, $100, все по $1. Это уже чисто американский, там, конечно, ничего нет с символикой года. Вот только в японском магазине я видела. А так вообще в Америке символика года это, ну, как-то символ Нового года. Это Санта-Клаус, олени, эльфы. Все, больше ничего нет. Так что это, наверное, только в России повсеместно продаются все эти сувениры. И, конечно, вот да, я сейчас участвую за компанию прежде всего, чтобы что-то тоже связать. Ну и еще я очень люблю тигров. Это у меня такое особое отношение к тиграм. Я по знаку зодиака Лев, уже не по китайскому гороскопу, а по, не знаю, по какому, по классическому. Я Лев, а Лев и тигр — это что-то похожее между собой, поэтому мне очень нравятся тигры. Я еще хочу связать льва потом после тигра. И думаю, что коллекция моих игрушек будет пополняться. У меня есть замечательные две девочки, которые с удовольствием играют со всеми моими вязаными игрушками. И даже, наверное, любят их немного больше, чем обычные игрушки из магазина. На этом я заканчиваю свое видео. Встретимся с вами в следующем еженедельном отчете через неделю. Я уже буду начинать вязать джемпер жаккардом и уже покажу свои продвижения по этой новой своей работе. Всем хорошего настроения, творческих успехов и пока-пока.